Турция перебросила силы специального назначения в Сирию для участия в наступательных действиях против курдских формирований, сирийских демократических сил. По имеющимся данным, турецкий спецназ действует на территории Сирии в координации с так называемым сирийским переходным правительством под руководством Абу Мухаммада аль-Джулани, известного также как Ахмед аш-Шараа. Как сообщает курдский журналист Шара Маруф, именно подразделения турецкого спецназа должны стать ударным авангардом в готовящейся операции против СДС. Журналист подчеркивает, что тем самым Турция, являясь членом НАТО, фактически направляет свои войска против сирийских демократических сил, которые считаются ключевым партнером США и еще 23 государств в борьбе с ИГИЛ. По его мнению, это также ставит под сомнение утверждение сирийского переходного правительства о том, что их война против курдов является исключительно внутрисирийским процессом по восстановлению суверенитета, и что в стране якобы должна существовать только одна армия. На этом фоне фиксируется и активность Соединенных Штатов. Делегация армии США провела встречу с высокопоставленными представителями ПКК СДГ в районе Дейр-Хафер. Во встрече, по имеющимся данным, приняли участие одна из руководителей женского крыла организации YPJ Рохилат Африн, а также один из лидеров СДЖ Джия Кабани. Эти контакты проходят параллельно с активной фазой боевых действий в регионе. Сирийская армия, в свою очередь, продолжает наносить удары по формированиям ПКК СДЖ в районе Дейр-Хафера. В регионе продолжаются ожесточенные боестолкновения, что указывает на сохранение высокой интенсивности конфликта, несмотря на дипломатические и закулисные контакты различных сторон. На фоне боевых действий президент Сирии Ахмед аш-Шараа издал прокламацию, гарантирующую права сирийских курдов. Документ предусматривает обеспечение образования на курдском языке в курдских районах страны, восстановление гражданства курдам, лишенным его, в 1962 году, а также объявление праздника Навруз национальным праздником Сирии. Эти шаги выглядят как попытка смягчить напряженность на фоне продолжающегося военного давления. Одновременно поступают сообщения о присутствии американских подразделений специального назначения в сирийском Алеппо, где продолжаются бои между силами режима и курдскими военизированными отрядами. Это дополнительно усложняет общую конфигурацию конфликта и указывает на расширение географии вовлеченности внешних игроков. По данным сирийской разведки, один из высокопоставленных командиров ПКК Бахос Эрдал перебрался из иракского Канделя в сирийскую Табку. Сообщается также, что Михрач Урал, известный также как Али Каэли, бывший командир проасадовских ополчений и получивший прозвище Палач Баньяса, прибыл вместе с элементами бывшего режима для участия в боевых действиях на стороне СДГ ПКК против сирийской армии. На этом фоне поступают и сообщения о новой активности ИГИЛ в сирийском районе Абу-Камаль. В распространяемых видеоматериалах боевики армии Джулани демонстрируют флаги ИГИЛ, что вызывает дополнительные опасения относительно возможной реанимации террористических структур в условиях общей дестабилизации. Развитие ситуации вызвало резкую реакцию в США. Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что его все больше беспокоит сближение нового сирийского правительства с Турцией и возможное использование военной силы против сирийских курдов, которых он назвал сильнейшим союзником США в окончательном разгроме ИГИЛ в Сирии. По его словам, курды контролируют около 9000 самых опасных пленных боевиков ИГИЛ, и в жизненно важных интересах национальной безопасности США необходимо, чтобы эти пленные не вернулись на поле боя. Грэм отметил, что поддерживает идею дать новому сирийскому правительству определенные шансы, однако предупредил, что эскалация нападений на курдов со стороны сирийских сил, поддерживаемых Турцией, создаст совершенно новую и опасную динамику. Он также подчеркнул, что любые предположения о передаче охраны пленных ИГИЛ сирийской армии или Турции вместо курдов являются ошибочными и призвал делать правильный и мудрый выбор. На дипломатическом уровне сообщается, что Мазлум Абди встретился в Эрбиле с представителем США в Сирии Томом Бараком, о чем пишет Ал-Монитор. По имеющимся данным, в Эрбиле хорошо осведомлены о настроениях среди турецких курдов и внимательно следят за развитием событий.
После заявления лидера СДЖ Мазлума Абди об отступлении, сирийская армия прекратила огонь по целям ПКК СДЖ в районе Дейр-Хафера. По словам представителя сирийской армии, выступившего в комментарии Аль-Джазира, армейские подразделения начали входить в районы, которые были оставлены формированиями ПКК СДЖ, что может свидетельствовать о временной паузе в боевых действиях на этом участке. На этом фоне 14 января 2026 года Министерство юстиции Республики Армения сообщило, что двое граждан Сирии, приговоренные судом Армении к пожизненному лишению свободы за террористическую деятельность в Нагорном Карабахе в 2020 году, были переданы компетентным органам Сирии через территорию Турции. Подчеркивается, что передача была осуществлена в рамках действующих правовых механизмов с целью продолжения исполнения приговоров в стране их гражданства. Одновременно следует отметить, что 4 армянских пленных, ранее удерживаемых в Баку, уже возвращены и находятся в Армении. Возвращение пленных в любом количестве является важным и, безусловно, положительным гуманитарным шагом, поскольку речь идет о возвращении людей к своим семьям. Исторически во время Первой Карабахской войны имели место случаи, когда армянская сторона возвращала азербайджанских пленных в 2, 3 и даже в 4 раза большем количестве, а в одном из эпизодов в 30 раз большем числе, чем получала взамен. В то же время вызывает серьезные сомнения утверждение о том, что переданные террористы действительно будут продолжать отбывать наказание в Сирии. Показательным остается дело Рамиля Сафарова, который в 2012 году был приговорен в Венгрии к пожизненному лишению свободы и передан Азербайджану с официальным условием продолжения исполнения приговора. Однако сразу после прибытия он был помилован, освобожден, восстановлен на военной службе, повышен в звании и публично удостоен почестей. Дополнительные вопросы вызывает и тот факт, что исламистские группировки сирийской оппозиции Султан Мурат, Аль-Хамза и Сулейман Шах, в составе которых переданные лица воевали на стороне Азербайджана в Нагорном Карабахе, после свержения Асада были интегрированы в структуры регулярной армии Сирии. Более того, лидеры этих формирований заняли высокие должности в новой системе власти. В этих условиях даже теоретическое предположение о том, что лица, воевавшие в составе таких группировок, будут реально отбывать наказание в Сирии, выглядит нереалистичным, тем более что у армянской стороны отсутствуют механизмы контроля за исполнением приговоров на территории другого государства. Поэтому, как бы ни формулировалась официальная правовая часть вопроса, на практике произошедшее следует рассматривать именно как обмен. Обмен значит обмен. Делитесь своим мнением в комментариях и подписывайтесь на канал, чтобы первыми узнавать самые важные и актуальные новости из мира и Ближнего Востока.